происходит-то? Написано же, рассвет в Стокгольме. Ну и где рассвет, блин? Сейчас, спокойствие. Сейчас будет рассвет. Все уже ждут. Ну чё, где рассвет? Ну это и был, собственно, рассвет. Да и весь световой день, собственно. Чё-то как-то не очень. Ну да, со светом у нас не очень иногда. Особенно зимой. Ой, сестра, я тебя умоляю, рассказывай мне об этом. Я же из Питера. Вот не верю я, что у людей в стране с таким климатом нет проблем с алкоголем. Ну вот не верю я. Ну не верю. Холод собачий, ветрюга, темень, дайте выпить срочно! Мужики, пиво есть? Да, это, в Швеции пиво как-то вообще-то не очень. Не знаю, как так получилось, хоть Германия рядом, а что-то как-то не особо подцепили. Не, ну сейчас, конечно, тут всякое есть, но они как-то не очень. Ну да, надо признать, конечно, что проблемы с алкоголем у шведов раньше были очень, и даже не слабые. Но с другой стороны, удивительно, что шведы с этой проблемой успешно справляются. И при этом никаких сухих законов, никаких там бесчеловечных мер. Вообще, с издевательствами друг над другом у шведов как-то сейчас не очень. Теперь тут все кофе пьют. С булочками. По 100 раз на дню, блин. Ну реально, по 100. И оббалтывают за этим кофе все, что только можно. Причем возвели это в ранг национальной традиции и назвали особым словом «фика». И блюдется неукоснительно, как священный ритуал. Это, конечно, странно очень, но все-таки это гораздо лучше, чем вот это вот. Швеция очень удивительна прежде всего простым и логичным, а также гуманным подходом к решению проблем. Все проблемы довольно-таки успешно решаются. И что самое странное при этом, без расстрелов. Очень человеколюбивая страна, понимаешь? Ну, наверное, не все прям проблемы-то прям решаются прям. Не, ну, конечно, не совсем все, но все-таки, по-моему, у них это получается гораздо лучше, чем у всех остальных. А алкоголь-то в Швеции как раз вполне себе пьют, но в рамках такой приятной нормы. Алкоголь можно купить любой, просто у них продается только в специальных государственных магазинах там, и только с 20 лет. Ну, там еще какие-то ограничения. Но, короче, если захочешь, выпьешь, прям не умрешь. Никто не запрещает. Но не на каждом углу, что да-да-да-да-да. Не. Тот факт, что шведы такие продвинутые, гуманные, такие демократичные, к сожалению, несколько отдаляет их от других стран. Ну и вот начинают про них всякие байки придумывать. Например, вот все, наверное, знаете этот стереотип дурацкий про шведскую семью. В Америке он называется шведский грех. Это же абсолютное фуфло. Непонятно, на самом деле, чем вызвано появление такого мифа, потому что шведы, в общем, в этом отношении от других европейцев мало чем отличаются. Ну, понятно, в СССР это, видимо, из-за поп-музыки. Там в поп-музыке они вечно что-то мутят. Вот видно, что они там что-то мутят. А в Америке этот стереотип сформировался из-за того, что в 50-е годы им казалось, что шведы как-то уж больно от церкви оторвались. С поводка они сорвались, а. Беспредельщики какие-то. Что хотят, то и делают, как так можно? А вообще у шведов довольно-таки простой подход ко всему. Если ты никому не вредишь, то на здоровье делай, что хочешь. Лёг, что ли? Что может быть проще и понятнее? Мужичьё, а чё это вы не работаете среди бела дня? У нас фика. Да, фика. А фика это святое. Ну блин, дома будете булочки жрать, а ну марш работать. Фикушки. Фикушки. У нас фика. Ну блин, вы лучше что-нибудь разумное переняли бы. Не, это сложно. Мы лучше все, как и раньше, через жопу делать будем. А вот фика, это святое. Ай, мужичьё.